Всем привет, с вами Максим, и вы на моем канале Print Site Типография изнутри. Сегодня второе видео про мою Mimaki UCG V300. В первом видео мы с вами разобрали основные характеристики, особенности этой машины, какие модули в ней есть, что на ней стоит делать, чего делать не стоит, скорость печати, чернила и многое другое. Сегодня хочу разобрать процесс подготовки макета к печати и резке. Должно быть интересно, буду записывать с экрана сам процесс, расскажу про RIP, покажу, где что настраивается, где что включается, покажу, как я готовлю макеты печати стикеров, поскольку стикеры — это основная продукция для этой машины. Должно быть интересно в третьем видео. Мы уже то, что приготовим сегодня, что создадим, что настроим, будем запускать в печать, я покажу заправку материала, настройку машины перед печатью, тесты, настройка ножа, тесты, настройка самой печати и многое другое. Так что поехали к компьютеру, будем писать видео с экрана, как правильно создавать файлы, как настраивать их и готовить к печати в RIP. Поехали! Начинаем запись экрана. Для того, чтобы создать макет для печати и резки, я использую программу CorelDRAW. Достаточно удобный векторный редактор. Скачал я растровое изображение, специально растровое для того, чтобы нельзя было очень просто создать контур резки. Сама картинка будет примерно 200 на 163 миллиметра. Картинка в хорошем качестве, достаточно хорошая, красивая, яркая. Как многие делают, в принципе, находят что-нибудь интересное в интернете и потом создают из него стикеры. Значит, что нам надо сделать для того, чтобы подготовить файл? Нам надо трассировать изображение, чтобы потом в дальнейшем можно было создать контур резки. Пока оно трассируется, немножко расскажу про контур резки. Контура у нас будет здесь два, внешний и внутренний. Внутренний контур будет резать по периметру изображения. Это будет фигурная резка. Внешний контур будет резать путем перфорирования прямоугольник. Получатся у нас такие красивые наклеечки, которые мы с вами напечатаем в следующем видео. В зависимости от сложности изображения трассировка занимает какое-то время. Вот у нас процесс трассировки закончился. Собственно, вот такую реплику нам создал CorelDRAW. В первую очередь нам из нее надо удалить белый фон подложки, который он создал по-любому. Залить это все черным цветом, чтобы не чистить это изображение от кучи мелких деталей, которые он создал при трассировке. Я делаю это обычно так, выделяю все, заливаю черным цветом, выбираю объект, перевожу это все в bitmap. То есть обратно в растровое изображение получаем мы вот такую вот черную тень. Делаем еще одну трассировку. И тогда мы получим просто черный объект. Вот он, собственно, который полностью нам обрисовывает, удаляем ненужную растровую запчасть, обрисовывает саму картинку. Значит, делаем мы его прозрачным. Здесь у меня справа есть панель цветов, раскладка цветов, которая нам дает Rasterlink. Также два цвета, моя личная раскладка с двумя кат-контурами. Поскольку Rasterlink нам дает возможность создать только один кат-контур, хотя сам принтер может резать, сейчас посмотрим даже сколько кат-контуров у него допустимо, потому что я не помню. Он может нам делать кат-контуров 7 штук отдельных с разными настройками. Мне, в принципе, столько не надо, достаточно два. Использую я один для перфорации, один для киската самого изображения. Значит, выделен у нас контур, который мы создали. Делаем ему обводку кат-контуром первым. Вот так это красиво по периметру у нас сделано. Здесь он у нас обрезал тень. Тень нам не нужна, потому что красиво ее сделать не получится. Значит, врезать мы можем как
четко по краю изображения. Также мы можем создать обводку, которая даст немножко белого, но в данном случае это мы делать не будем. Но показать, как это делается, я тоже могу. Сейчас я найду эту раскладку. Докеры. Чтобы я помнил, где это еще. Ладно, не суть важно. Это я покажу в еще одном видео, которое я сделаю, как подготовить файлы для печати с белым на каких-нибудь зеркальных пленках, на голографических пленках. Сегодня мы это трогать не будем. Создали мы контур каскад резки. Теперь нам надо создать контур для перфорации. Обычно я делаю примерно сантиметр отступа от изображения. Этого достаточно, чтобы хорошо, красиво это все порезать. Вот я создал прямоугольник. Это у нас будет контур для перфорации, цвет у него прозрачный. Обводку мы ему делаем кат-контуром вторым. Собственно, макет у нас создан. Чтобы не заморачиваться в рипе с отступами между изображениями, потому что если перфорация будет стоять между несколькими изображениями в стык, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что после того, как он начнет резать второй ряд, часть изображения начнут подрываться, что приведет к порче всего блока. Поэтому я делаю размер листа на 5 мм больше на каждую сторону. И за счет этой белой рамочки мы получим сразу отступы между изображениями в рипе. Сохраняем это все дело, что мы сделали. Куда-нибудь downloads, назовем его тест P плюс K плюс C. Print плюс cut. Экспортируем. Переходим в RasterLink. В RasterLink у нас это наш главный экран. Здесь через файл Open мы экспортируем сюда созданный нами файлик. RasterLink я использую 6.5. Есть версия 7.0, но поскольку у меня несколько принтеров завязаны на эту программу, один из них не поддерживает версию 7.0, а поддерживает максимально 6.5, поэтому я использую его. Выбираем наш файл тест P плюс C, Open. Программа затягивает его, читает, проверяет, все ли хорошо. Сразу стоит упомянуть, что в названии файла не должны быть буквы любой другой раскладки, кроме латиницы, потому что по-другому он его не прочитает. Статус принтера у нас сейчас неактивный, принтер выключен, поскольку я сижу возле него и слушать его шум я не хочу во время записи видео. Если бы принтер был активен, здесь бы мы видели количество красок, сколько у нас осталось по каждому каналу. В автодетекте была бы фактическая ширина материала. Также мы можем использовать мануальный input материала. Сейчас у нас пленка будет заправлена 1,37 м шириной, 5 мм технические зазоры слева и справа у принтера, то есть 1,36 м выбран фактическая ширина материала. Вот у нас снизу наше изображение. Сразу же он его разделил на цветовую часть и на порезочную. Подписал Color, подписал Cut. В правой части экрана мы видим размер файла, название файла, тип файла, фактический размер файла. Здесь же у нас после риповки будет показано, сколько краски потратится по каждому каналу на печать этого изображения. В следующем меню у нас есть вот по правой стороне куча кнопочек. Это все меню настроек рипа. Вторая настройка — это нестинг. Если у нас надо выбрать нам несколько изображений, выбираем их, выделяем, что нам надо. Через нестинг у нас есть несколько вариантов, как их занестить. Расстояние между ними, выравнивание по центру, нажимаем Arrange, и он их нестит. В данной ситуации нам это делать не надо, поэтому пропускаем этот шаг.
Третья вкладка, вкладка называется Quality. В вкладке Quality у нас есть две подвкладки. Первая Print Quality, вот она. Вторая Color Adjust, вот она. В Print Quality мы видим сразу, что какие чернила у нас выбраны, какое медиа мы используем, профиль под медиа, разрешение. Допустимое разрешение 600 на 600, 600 на 1200, 300 на 900, 1200 на 1200. Все они в Variable Dot с переменной точкой. Версия профиля 3.5. Есть профиля 3.0, я их не использую. Type Full Color. В этом принтере мы здесь по тайпу ничего поменять не можем. Стандартная печать у меня 600 на 600 точек, переменная капля. Печатаю либо 16 по умолчанию пасов, либо 24, если какие-нибудь плашечные цвета или что-нибудь такое там с интересным градиентом, где могут вылазить межпроходные полосы. В данном случае изображение у нас маленькое, 20 на 20 сантиметров, возьмем 24 паса. Overprint, сколько раз выльет краску принтер на одном и том же месте, максимально 9. 1 по умолчанию, это нам даст более насыщенные цвета, больше расход по чернилам. По умолчанию я печатаю в 1 прогон, если это какие-нибудь бэклиты в 2 или в 3. В полутона диффузия по умолчанию ILL Diffusion. Стандарт, трогать здесь даже ничего не надо. Печать в одну сторону, в две стороны, то есть так называемый bidirection и unidirection. Печатаем по умолчанию bidirection. Если очень мелкий текст, для того, чтобы не двоило, используем unidirection printing. Скорость печати большая, нормальная. По умолчанию печатаем на большой. Отрезать, есть вариант отрезать материал после печати. Он по ширине материала может отрезать, как в ручном режиме, так и в автоматическом материал. Не трогаем эту настройку, пускай себе висит, потому что упадет на пол и будет грязная и некрасивая. Особенно если там идет какая-нибудь ламинация или прикатка на какой-нибудь другой материал, то лишняя пыль нам ни к чему. Остальные настройки можно не использовать, они нам не нужны. Переходим на раскладку Color Adjust. Есть стандарт. Стандарт – это то, сколько краски выливает принтер в зависимости от файла линейизации. Здесь мы по умолчанию можем добавить ему больше-меньше, назвав его там как-нибудь вот так вот, нажав ему плюсик, он его создает. Можно добавить больше контраста, больше черного, любого другого цвета, по всем каналам добавить больше белого. В общем, вот такие вот настройки, нам это не надо, мы его удалим отсюда, потому что это тесты. Следующая вкладка Crop. В данном случае она не активна, потому что у нас есть cut-контур, без cut-контура она будет активна. С cut-контуром она не активна, потому что мы не можем резать файл принудительно, потому что будет нарушен cut-контур. Следующая вкладка General Print. Здесь мы видим следующее. Две подвкладки. Image Edit, Cut Edit. В Image Edit мы можем что делать? Менять размеры, пропорционально-непропорционально самого изображения, поворачивать его в разные стороны, делать ему реверс, если это, допустим, печать на прозрачке, отступы слева, справа, сверху, снизу, центр, не центр, количество копий, сколько мы хотим печатать, допустим, 5. Поставим по центру. Если мы приблизимся, то мы увидим как раз вот красную рамочку здесь. Это есть наш контур реза. Второй, которая перфорация. Первый, не знаю, сейчас даст он нам приблизить. Да, даст. Вот мы его видим здесь чуть-чуть. Он тоже есть. Это второй контур реза, который идет вокруг самого изображения. Вот эти 5 миллиметров, которые будут с одной стороны с одной картинки, 5 мм с другой, даст нам отступ между изображениями, фактически между линиями реза.
в 1 сантиметр. Для того, чтобы изображения не пытались выпадать во время резки и не испортили нам весь блок. Следующие отступы у нас между изображениями. Вот 20 мм, он раздвинул 20 мм. Между копиями. Кроп-марки для более точной резки можно поставить как на индивидуальное на каждое изображение, так и на весь блок. Я использую весь блок. Add Print Direction Mark мне не нужен. Я, насколько пробовал, настолько большие блоки для порезки, чтобы ставить Print Direction марки, я не использую. Максимальная длина печати 1 метр. Это дает нам максимально качественную, как я считаю, резку после печати. Можно подсветить марки, если, допустим, это прозрачная пленка или зеркальная пленка, красным, для того, чтобы они лучше читались. Да, есть 3 варианта марков. Я использую стандартный первый. Есть условная кат-линия, то есть перфолиния вокруг изображения. Если у нас печать без резки автоматическая, а резка потом будет ручная на столе, а картинка сама по себе белая, для того, чтобы видеть края изображения, мы включаем вот эту вот функцию Cut Line. Переходим в Cut Edit. В Cut Edit мы видим как раз вот эти 2 контура, которые мы создали. Первый контур перфорация, второй контур, первый контур это каскад контур вокруг изображения фигурный и контур с перфорацией. Каждому контуру надо присвоить правильное значение. Выбираем галочку «Использовать Spot Color». Выбираем User Definition. Выбираем Tool. Каждому тулу идут свои настройки, которые мы делаем через машину. Отсюда делать их нежелательно, хотя возможно. Я делаю это через машину. Покажу это в 3-м видео. Первый у нас каскад. Выбираем Cut Tool 1. Нажимаем Apply. Второму ставим Cut Tool 2. Нажимаем Apply. Все, каждому мы контуру назначили отдельный режим резки, настройки которого делаются на машине. В опшене у нас есть либо User Settings, либо Panel Settings. Panel Settings — это настройки, которые идут в машине. Здесь у нас все. Что у нас есть еще из того, что мы можем здесь выбирать? Это добавление белого цвета. Если бы у нас, вот мы выберем цветовую часть, зайдем в эту раскладку, называется она Special Colors. В Special Colors, поскольку у меня машина без лака, только с белым, есть один вариант. Выбрать Special Color White. Насколько максимальной заливки я хочу, то есть 100% по умолчанию, можно делать меньше, если настолько сильный белый нам не нужен. Создать белый слой мы можем как на всю площадь изображения, так и под все цветные пиксели. По умолчанию выбирать надо под все цветные пиксели, потому что я не вижу смысла заливать весь прямоугольник, если, допустим, будет идти прозрачная пленка или какая-нибудь голографическая пленка, залить полностью их белым. Поэтому здесь выбираем только Valid Pixel. Но про все эти настройки я расскажу в видео, где будем готовить файл под печать на голографической или зеркальной пленке. Это будет отдельное видео. Переходим в блок печати. В блоке печати у нас есть 3 варианта. Печать, потом резка, печать без резки, просто резка. Зачем эти 3 варианта? Если мы сразу печатаем, потом режем, без каких-либо дополнительных действий по типу ламинации, в основном выбираем печать, потом резка. Если нам надо ламинировать, мы настраиваем все контуры резки, метки
под резку выставляем, выбираем только принт, печатаем, снимаем изображение, оставляя запас спереди, сзади для заправки. Печатаем, снимаем, ламинируем, ставим обратно в принтер, выбираем нужную нам работу, выбираем Cut и режем. Но по умолчанию в большинстве случаев мы будем использовать печать, потом резко. В каких вариациях она есть? Непосредственно печать, риповка и печать, риповка только, печать только. Immediate Print не рассматриваем, не нужная нам функция. Rip and Print нам пересчитает цвета под цветовой профиль, под настройки машины, под линеризацию, чтобы не было перелива краски, цвета отображались корректно. Более простой вариант Print Only. Берем встроенный профиль, который есть в файле, по нему рипуемся и печатаем без цветокоррекции. Также есть у нас вариант Rip Only. Rip Only нам дает возможность подготовить файл к дальнейшим манипуляциям, то есть нариповать кучу файлов, потом просто запускать, меняя рулоны, если надо там менять материалы. Также нам Rip Only дает возможность понять, сколько краски у нас пойдет на данную работу. Значит, у нас получается вечер голова не варит, 0,02 умножить на 0,2, 0,04 метра квадратных одно изображение, поставим их там умножить на 15, понять, сколько у нас на квадратный метр пойдет краски, умножим на 15, получим там 0,6, мало, на 25 надо было, 0,04 умножить на 25, получаем вот как раз квадратный метр. Значит, нам надо поставить здесь 25 наших слоников. Это у нас квадратный метр печати. Заходим в печатную вкладку, выбираем Rip Only, нажимаем Start. Принтер у нас буквально, вернее, программа Rip буквально понимает, что у нас принтер выключен и ничего с этим сделать не может. Поэтому посмотреть мы это все не сможем, не включив принтер, сколько краски у нас пойдет на квадратный метр. Это все, наверное, покажу в третьем видео, где у нас будет непосредственно видео про саму печать, подготовку принтера и печать на нем. А на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч. Goodbye.